Здравствуйте, друзья! Продолжаю вас знакомить с гаджетами, которые входят в экосистему умного дома Xiaomi. И темой сегодняшнего обзора будет умный Wi-Fi дверной звонок Xiaomi AI0. Упаковка привычная, сюрпризов тут нет. Белая коробка, фотография белого устройства. Все сдержанно, но при этом элегантно. В правом верхнем углу наблюдается знакомый нам по прошлым обзорам логотип краудфандинговой платформы Xiaomi Youpin. На боковых поверхностях коробки изображены пиктограммы, символизирующие функции устройства. Сзади коробки традиционно перечислены технические характеристики, все на китайском языке. Это однозначный признак того, что устройство предназначено для внутреннего рынка. Вначале здесь перечислен комплект поставки, к которому мы перейдем чуть-чуть позже. Далее указан код устройства и беспроводные интерфейсы, Wi-Fi 2,4 ГГц для интеграции с системой умного дома и 433 МГц радиоинтерфейс для внутреннего интеркома. В моем варианте интерком в комплекте не идет, только внешний модуль. Его размеры 111 на 61 на 23 мм. Перейдем к открытию. Под верхней картонкой имеется противоударная вставка из вспененного материала, защищающая содержимое при пересылке. Содержимое упаковано в два уровня. На верхнем модуль видеозвонка с камерой, подсветкой и кнопкой, на втором батарейки, крепеж и аксессуары. Итого в комплекте поставки видеозвонок, инструкция по пользованию и установке, обе на китайском языке, поясняющая наклейка, отвертка, крепеж и 4 батарейки 2А. Дополнительно для монтажа и запуска устройства ничего не требуется. Правда, наклейка имеет надпись на китайском, но благодаря картинке становится ясно, что делать. Внешний звонок больше всего похож на IP-камеру, каковой собственно он и является. Отличие заключается только в большой кнопке вызова на фронтальной поверхности. Задняя сторона представляет собой съемную крышку, на которой наклеен двусторонний 3М скотч. Он предназначен не для постоянного использования, а для того, чтобы просто ровно прикрепить крышку и потом уже просверлиться и закрепить ее к стене. Под крышкой находится батарейный отсек на 4 элемента 2А. Это позволяет не заморачиваться проведением кабеля питания к звонку и располагать его в любом месте. Автономность заявлена до полугода. Справа вверху находится кнопка сброса. Для более надежного соединения сбоку внешнего модуля имеется отверстие для винтового соединения с крышкой. С внутренней стороны на крышке имеются специальные выступы, которые позволяют определять момент снятия модуля. Это сделать очевидно быстрее и проще, чем демонтировать привинченную к стене крышку. Для работы в темное время активируется инфракрасная подсветка из 4 инфракрасных диодов, слегка видимая человеческим глазом и очень хорошо видимая матрицей фотокамеры. Устройство подключается к приложению Mi Home через меню ручной установки. Находим звонок, нажимаем кнопку сброса, которая находится внутри. Предполагается, что элементы питания уже вставлены. Ожидаем голосового подтверждения и сканируем камерой QR-код, который генерируется мастером подключения. После синхронизации и успешного добавления устройства задаем имя, локацию и можем сразу дать общий доступ на другие Mi аккаунты. Если мастер подключения не дождался старта устройства и завершился с ошибкой, просто через некоторое время проверяем локацию Default Room, скорее всего звонок найдется там. Первый запуск плагина демонстрирует короткую видеоинструкцию по установке звонка. Далее запускается сам плагин, который предлагает обновить прошивку, и, наконец, основное окно, верхнюю часть которого занимает окно предварительного просмотра, центральное окно событий и внизу приютилась кнопка живого просмотра. Плагин предложит 7-дневный пробный бесплатный период пользования облаком для хранения данных. Дальнейшее использование платное и стоит около $20 в год. В видеозвонке по умолчанию активирован детектор движения. Данная опция присылает push-уведомления при обнаружении движения в поле действия камеры, после чего можно перейти в режим живого просмотра с камеры. Все движения записываются и логируются в главном окне плагина звонка. Перейдем к меню настроек. Тут довольно много пунктов, и начнем осмотр с настроек звонка. В этом меню содержатся настройки push-уведомлений по нажатию на кнопку вызова и по факту снятия замка с держателя. Настройки изображения, расширенный динамический диапазон и инфракрасный режим, тип и громкость звонка и обновление прошивки. Далее идет пункт настроек датчика движения. При активированной функции можно настроить параметры длительности нахождения перед камерой, время, через которое камера начнет писать видео при обнаружении движения. Минимальный интервал между движениями от 0 до 60 секунд, длительность записи видео до 15 секунд и push-уведомления. Ролики с записями движения будут видны в списке истории плагина.
Пункт сопряжения содержит две опции: соединение с беспроводной внешней колонкой Xiaomi с экраном и Wi-Fi смарт-колонками. Для второго пункта имеется даже короткий видеоролик-мануал. Это сопряжение происходит через создание сценария. Меню экспериментальных функций дает доступ к опциям распознавания стука, записи голосового сообщения и распознавания лиц. Со стуком все просто, два удара распознаются устройством как нажатие на кнопку. Остальные опции интересней. Начнем с распознавания лица. На всех видео, на которых есть объект, подходящий под лицо человека, будет появляться специальный квадратный значок. Нужно выбрать такое видео, выделить лицо и записать имя человека, которому оно принадлежит, либо добавить его в группу «Семья», «Соседи» и так далее. После этого при звонках в дверь устройство будет идентифицировать лица и отправлять уведомления о том, кто именно звонит в дверь. Если лицо в кадре не обнаруживается, то в уведомлении будет писаться только факт звонка. Меню голосового сообщения позволяет заранее записать несколько вариантов ответа на звонок. Имеется несколько предустановленных на китайском языке, и их можно использовать, если нужно кого-то озадачить. При звонке в дверь и переходе в режим живого просмотра можно запустить воспроизведение любого из записанных сообщений. Меню локальной галереи – это фото и видео, записанные вручную на телефон из меню живого просмотра. Что немаловажно и удобно, эти фото и видео можно напрямую отправлять в установленные мессенджеры и социальные сети. В автоматизациях звонок может работать как условие сценария и предлагает 4 действия: нажатие на кнопку, снятие звонка, обнаружение движения в зоне действия и звонок в дверь. Например, нажатие на кнопку звонка можно привязать к ZigBee шлюзу, который будет выполнять роль внутреннего динамика. Меню общих настроек содержит стандартные опции по переименованию, удалению устройства, созданию ярлыка на рабочем столе. Вся информация о событиях дублируется в разделе сообщений приложения Mi Home. В плагине также имеется интерактивное руководство по пользованию и установке звонка на английском языке, а также имеются ответы на часто задаваемые вопросы. От момента звонка до получения сообщения проходит примерно 20-30 секунд, после чего можно перейти в меню живого просмотра, увидеть, кто пришел и при необходимости пообщаться. В меню живого просмотра можно включать опцию расширенного динамического диапазона, ночного видения и качества видеопотока. Доступно изменение голоса, кроме естественного есть фильтр мужской и клоунский голоса, причем эти фильтры работают и для записанных сообщений. Активирован протокол безопасности номер 13. Группа захвата выехала на место. Ожидайте. Активирован протокол безопасности номер 13. Группа захвата выехала на место. Ожидайте. Активирован протокол безопасности номер 13. Группа захвата выехала на место. Ожидайте. Пример видео, снятого камерой видеозвонка. Примеры фотографий. Что касается дальности приема. Из-за использования автономного источника питания дальность, конечно, не сильно радует. За нормальной бронированной нежестяной дверью сигнал, скорее всего, потеряется. За несущей железобетонной толстой стеной будет точно так же. Кирпичная стена в принципе пробивается без проблем. Интеграция с альтернативной системой Home Assistant на момент создания обзора отсутствует, но будем надеяться, что ее все-таки рано или поздно прикрутят. В качестве вывода. Однозначно рекомендовать к покупке этот звонок я, к сожалению, не могу. Во-первых, не самое лучшее качество приема Wi-Fi. Не за каждой стенкой или дверью он сработает.
Во-вторых, зависимость от наличия интернета и китайских облаков, что в свою очередь вызывает и ощутимый таймлаг между непосредственно звонком и приходом уведомления на смартфон. Также по этой же причине не всегда можно оперативно запустить режим живого просмотра. Если имеется какая-то задержка связью с облаками, то вы просто не успеете зайти в этот режим и посмотреть, кто же к вам пришел. Сама же по себе задумка очень интересная. Возможность удаленного просмотра, кто к вам пришел и звонит в дверь, удаленного разговора, проигрывания записанных сообщений. Не безинтересна также функция изменения голоса. Если, например, дома находятся дети, то они могут ответить грубым мужским голосом, создавая иллюзию того, что дома есть кто-то из взрослых. Я так полагаю, что наиболее вероятная сфера использования этого звонка на сейчас — это скорее какие-то офисные помещения, которые имеют внешнюю охрану, а внутри имеют не бронированные обычные какие-нибудь деревянные или пластиковые двери, какие-то не сильно тонкие стены, open space, возможно, с перегородками непрозрачными, либо как некий внутренний интерком. То есть, если установить такой звонок дома, то может быть всегда, например, ребенок, нажав на кнопку, даже с таймлагом там в 20-30 секунд, может вызвать взрослого, не набирая его по телефону. На этом все. Если у вас еще остались какие-то вопросы по этому звонку, пожалуйста, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.